180 лет назад был заключен Нанкинский договор, завершивший первую опиумную войну между Великобританией и Китаем. Поводом для их конфликта стал запрет китайских властей продавать опиум на подконтрольных ему территориях, а также уничтожение крупной партии изъятых у английских контрабандистов наркотиков. Британские войска существенно превосходили по военной мощи китайские и в итоге одержали над ними победу. В результате подписания Нанкинского договора Великобритания получила остров Гонконг, право на неограниченную торговлю в 5 китайских портах, таможенные льготы и компенсации за уничтоженный опиум. По словам историков, первая опиумная война стала переломным моментом в истории Китая. Именно с нее началось бесцеремонное многолетнее вмешательство западных держав во внутренние дела страны. Но что же такое опиум и как он попал в Китай? Опиум. Я думаю, никому не нравится, когда в его дела вмешиваются, особенно когда это делает чужое государство. Давайте немного отойдем от Поднебесной и посмотрим, что происходит под нашим небом. В частности, в интернете. Вы знали, что все ваши действия в сети можно отследить? Не пугайтесь, ведь вы можете использовать Surfshark VPN. VPN — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает вашу безопасность и конфиденциальность, скрывая ваши действия в интернете. Surfshark обеспечивает безопасность в общедоступных сетях Wi-Fi благодаря средствам усиленной защиты, что позволяет спокойно пользоваться интернет-банкингом в общедоступных сетях. Также, используя Surfshark, вы получаете доступ к лучшим предложениям в интернете, ведь многие веб-сайты отображают разные цены в зависимости от местоположения или устройства пользователя. Ни для кого не секрет, что не все сайты открываются в каждой стране мира, а это бывает очень важно. Например, для поиска материалов для создания видео. Вместе с Surfshark VPN вы можете подключаться к популярным веб-сайтам, даже если они заблокированы в той стране, где вы проживаете или гостите. Я, например, люблю смотреть Netflix, но мало того, что его невозможно смотреть без VPN, так я еще и привык делать это на телевизоре. В этом случае вам поможет функция Smart DNS. На сайте Surfshark вы найдете подробную инструкцию о том, как это сделать на Smart TV. Помимо этого, Surfshark можно пользоваться на неограниченном количестве устройств и абсолютно легально делиться подпиской с друзьями. При этом установить VPN можно на любое устройство, будь то ноутбук, телевизор или телефон. Скачивайте Surfshark VPN по ссылке в описании, вводите промокод GAMLIN и получайте скидку 85% плюс 3 месяца бесплатного пользования. На чем это мы остановились? Ах да. Опиум – сильнодействующий наркотик, получаемый из недозрелых коробочек снотворного мака. В традиционной медицине как сильное болеутоляющее средство. И несмотря на то, что слова Китай и опиум почти 2 столетия считаются на Западе синонимами, этот наркотик для Поднебесной не родной. Первый опиум привезли сюда из Египта в 7 веке арабские купцы. А добавлять опиум в табак для курения начали в 17 веке голландские купцы на Формозе. Современный Тайвань. Смесь помогала бороться с малярией. В 1662 году китайцы завоевали остров, и китайские купцы привезли обычай на континент, где тот со скоростью лесного пожара распространился по южному побережью. Именно туда, в Кантон, и приходили британские и американские корабли с опиумом. В 1729 году император Инь-Джень или Юнь-Джень запретил курить опиум, но многие китайские чиновники и иностранные купцы запрет игнорировали. Гуанчжоу был далеко от Пекина, и двору было нелегко контролировать южную окраину империи. 18 век в истории Китая принято называть золотым. Экономика процветала, население устроилось и перевалило за 300 миллионов человек. Страна была настолько богата, что могла позволить себе диктовать условия торговли с заморским партнером. Китай продавал западным странам очень много чая, фарфора и шелков, но отказывался покупать западные товары. Ситуацию хорошо описывают слова императора Цяньлуна, сказанные им в 1793 году лорду Маккартни, послу короля Георга III. «Нам никто не нужен. Возвращайтесь к себе, забирайте свои подарки». К счастью для Британской империи, первый генерал-губернатор Индии Уоррен Гастингс нашел решение проблемы. Речь идет об опиуме. Остинская компания унаследовала контроль над производством опиума от империи Великих Моголов, где он был важным источником государственных доходов. Гастингс оказался прав. От этого товара китайцы отказаться не смогли. Торговля опиумом создала один из самых масштабных торговых дефицитов в истории человечества. Она высасывала из Китая до 11% драгоценного серебра в монетах и слитках, и уже в начале 19 века стала самой прибыльной в мире. Невзирая на абсолютную нелегальность этой торговли, она получила полную поддержку британского правительства, чья цель – положительный торговый баланс с Китаем – была достигнута в 1833 году. В 1834 году под давлением британских торговцев у Ост-Индской компании была отобрана монополия на торговлю с Китаем, что привело к новому буму продажи опиума. По оценке современников, наркоманами стали от 10 до 20% столичных и от 20 до 30 провинциальных
официальных чиновников. В отдельных учреждениях этим занимались от 50 до 60 всех должностных лиц. Среди солдат и офицеров курение опиума стало повальным явлением. Китайский народ был почти полностью деморализован. После отмены монополии Ост-Индской компании, английские купцы в Гуанчжоу, объединившись, создали свою торговую палату во главе с крупным торговцем опиумом Джорджем Мэттисоном. Он сразу же направился в Лондон добиваться силового решения проблемы китайского рынка. Активность английского торгового капитала в Китае резко усилилась. Английская буржуазия настойчиво требовала от правительства действенных мер по слому изоляции Китая и захвату какого-нибудь острова у его побережья как оплота свободной коммерции. При выборе такого назывался и Тайвань. Деловые круги Лондона все более подталкивали к силовому решению китайского вопроса. Было решено провести явочным путем картографическую, коммерческую и военную разведку закрытого китайского побережья. Эта задача была возложена на Гуанчжоуский совет Ост-Индийской компании, а во главе экспедиции поставлен ее суперкарго Линдсей. Его корабль, следуя из Калькутты в Японию, якобы из-за непогоды отклонился от курса и был вынужден идти вдоль побережья Китая, от одного закрытого порта к другому. Невзирая на все запреты Пекина и протесты местных властей, экспедиция Линдсея в 1832 году выполнила свою задачу. Она обследовала порты Сямень, Фуджоу, Нинбо и Шанхай, а затем посетила Тайвань. Летом 1834 года на территорию английской фактории под Гуанчжоу прибыл лорд Уильям Нейпер, назначенный главным инспектором английской торговли в Китае. Нейпер должен был с одной стороны изучить перспективы британской торговли в Китае и постепенно наладить дипломатические отношения с Пекином, а с другой продолжить разведку побережья на случай войны, не вмешиваясь в дела опиумной контрабанды. Несмотря на то, что Англия направила Нейпера как своего торгового дипломатического представителя, с китайской точки зрения он был всего лишь представителем английских купцов, то есть обладателем слишком невысокого ранга, чтобы общаться напрямую с наместником Сына Неба. Это во многом предопределило неудачу миссии Нейпера. Его письмо к наместнику Лянгуана было возвращено, а в ответ на отказ переделать письмо в прошение, цинская сторона потребовала удаления Дерского из Гуанчжоу. Нежелание Нейпера подчиниться повлекло за собой отзыв в августе и в сентябре 1834 года с английской фактории китайского персонала, прекращение подвоза продовольствия и торговое эмбарго. Конфликт быстро нарастал. Когда цинские войска блокировали факторию с суши, англичане высадили туда десант и ввели в устье реки Сидзянь 2 фрегата, на что китайские береговые батареи открыли заградительный огонь. Твердость цинской стороны, боязнь вызвать вооруженный конфликт и тем самым надолго сорвать коммерцию своих соотечественников заставили Нейпера покинуть китайскую территорию, после чего власти Лянгуана возобновили торговлю. Когда пристрастие к опиуму превратилось в угрозу самому существованию китайского народа и за него пришлось расплачиваться драгоценным серебром, главной денежной единицей страны, император Миннин или Даогуан решил всерьез заняться проблемой. В начале 1839 года на юг был отправлен неподкупный чиновник Лин Цзисюй.